Ну вот мы и заказали необходимые компоненты с AliExpress. Теперь можно собирать и прошивать наше интернет-радио. Чтобы собрать и прошить наше интернет-радио, зайдем на канал Константина Павлюченко, нажимаем видео и прокручиваем до видео под названием Радио 32 SAP PCM 5102. Несмотря что на видео SAP другой формы, расположение контакта у него такое же. Следуем инструкции в этом видео. Единственное отличие у нас будет нашего модуля PCM 5102A, отличие от модуля, который находится на видео PCM 5102. Здесь необходимо будет соединить вывод SCK на землю. Если это не сделать, звука не будет. В инструкции показана сборка и подключение компонентов на основе модуля ESP32 VROOM. А у нас модуль ESP32 VROVER IE. В чем же основное отличие, важное нам для сборки между двумя этими модулями? Чтобы в этом разобраться поподробнее, можно зайти на 16-ю страницу форумов ФОПДА. Здесь рассказывается, как нужно прошить радио, подробные инструкции, но нам важнее будет вот эта информация. Так, чем же принципиальным отличается плата VROOM от VROVER? Увидеть это можно, открыв файлы конфигурации. Для VROVER стандарт PSRAM CSV. Для VROOM стандарт ABD CSV. И сравнив эти два файла, мы увидим, что они отличаются способом подключения энкодера. В VROOM подключается на контакты 16, 17, 5. В VROVER подключается на 15, 27, 5. Дальше, сравнив конфиги, мы видим, что особой разницы в подключении нет. И эта информация нам будет полезна далее. Итак, следуем инструкции. Далее идет подключение энкодера. То, о чем я говорил, что именно подключением энкодера наш народный VROVER отличается от VROOM. Здесь VROOM подключается контактами 5, 16, 17. А нам необходимо подключить наш энкодер к контактам 15, 27 и 5. И вот оно основное отличие по сборке. Далее подключаем дисплей. Дисплей подключается как в видео. Вот наше радио собрано, его нужно будет прошить, так как в инструкции. И так как у нас отличие в контроллерах, значит и будет отличие в файлах конфигурации. Для прошивки VROOM будет использоваться стандарт ABD CSV. Для прошивки VROVER, как я говорил ранее, используется стандарт PSRAM CSV, который будет находиться в скачанной папке Radio Master Board, стандарт PSRAM CSV. Поэтому, следуя инструкции, четвертый файл конфигурации, будет файл стандарт PSRAM. Еще есть особенность платы, которую мы выбрали на VROVER. То, что во многих инструкциях для прошивки этой платы необходимо было нажимать клавишу Boot, либо сочетание клавиш Boot и сброс. Когда я прошивал эту плату, все прошивки проходили без нажатия этих клавиш, не было никаких затыков, все прошилось хорошо и все прошилось без проблем. Не нужно было нажимать ни одну, ни вторую кнопку, и даже комбинацию этих кнопок. Еще файл, который нам может быть понадобится при прошивке нашего контроллера, находится здесь. Это вот бланк, пустой файл для очистки контроллера. В инструкции перед прошивкой необходимо очистить контроллер, записав в поля этот пустой файл и прошить его. Вот файл для скачки пустой находится здесь. Но скажу так, что используя наш народный контроллер, я этого не делал. Следуя инструкции Константина Павлюченко в этом видео, мы получаем вот такой результат.
Ну, собственно, я получил вот такой вот результат. Вот как на видео. Людей с широкими, искренними, красивыми и добрыми улыбками, а не такие вот комментарии. Вступайте в нашу суперигру «Миллион за улыбку». И на данном этапе у нас есть уже полноценное работоспособное радио по проекту К-радио. Далее будет подключение дисплея побольше. По инструкции Константина Павличенко. Открываем его видео. Следуем инструкции. Здесь у нас разницы никакой нет. Наш V-Rover совпадает с его V-Room. И вот что у нас получится. Вот наш народный V-Rover. Вот подключенный дисплей 3,2 дюйма. Далее, если мы хотим переделать проект под ее радио, смотрим инструкцию по сборке и прошивке ее радио. В этом видео инструкция по настройке программной среды, установке необходимой библиотеки и подробности о сборке и прошивке ее радио. Далее, чтобы прошить уже существующий проект К-радио в ее радио, следуем инструкции, которые находятся в этом видео. В чем особенность нашего народного проекта? То, что не переделывая схему по желанию, мы можем пользоваться проектом либо К-радио, либо ее радио. Можем изучать, развивать тот или другой проект. Следуя инструкции по перепрошивке К-радио в ее радио, надо не забывать то, что у нас платы отличаются энкодером. Это надо учесть здесь при создании файла MyOptions. Поэтому контакты энкодера нужно будет расположить на 15, 27 и 5. И следуя инструкции видео, получаем работоспособный проект ее радио. Вот такой, как у меня получился здесь. Теперь наш народный проект по желанию можно хоть сколько угодно раз перепрошивать под К-радио или под ее радио, не меняя при этом схему подключения. Так вот, сборка нашего рабочего радио завершена. Проект рабочий, недорогой, повторяемый. Пользуйтесь.